Добрый вечер. Граникон онлайн продолжается, и сегодняшним вечером у нас лекция моего любимого лектора, и, наверное, не только моего, Андрея Столярова. И он нам сегодня расскажет про прогрессию. Привет, Андрей! Привет всем. Вот. Но перед этим давайте поблагодарим наших спонсоров, благодаря которым мы все можем проводить на таком высоком уровне, как мы проводим. Мы благодарим издательство Hobby World, издательство Лавка игр, Космодром Games, студию девелопмента Comrades Development и самую такую продвинутую типографию настольных игр, даже это скорее даже фабрика настольных игр «Солнечный город». Ну что ж, спасибо им, и теперь без длинных вступлений я передаю слово Андрею. Андрей, очень рада тебя послушать. Привет всем еще раз. Сегодня у нас будет лекция про прогрессии, про их удивительное свойство, а именно чем они лучше, тем лучше в вашей игре и, в общем-то, всем нам. Немножко про себя пару слов скажу. Я сейчас в основном занимаюсь компьютерными RPG. Я работал в качестве геймдизайнера над Divinity Original Sin 2 и сейчас работаю над Baldur's Gate 3. Ну и в связи с тем, что я сейчас много занимаюсь компьютерными играми, а также в связи с спецификой темы, не совсем обычная лекция. Обычно, как правило, когда я привожу какие-то примеры, они бывают из компьютерных игр, потому что, ну, из компьютерных игр и бывают из настольных, все-таки из настольных чаще, потому что настольные игры чаще на переднем фронте дизайна, и все время хочется сказать, смотрите, как в этой игре сделано, посмотрите, как в той. С прогрессиями очень интересная ситуация, что в компьютерных играх их используют гораздо шире и гораздо более осознанно, чем в настольных, поэтому в этой лекции, несмотря на то, что лекция про настолки и в первую очередь для разработчиков настольных игр, будет довольно много компьютерных примеров, так что будьте готовы. Но я уверен, все эти игры вы все равно знаете. Итак, для начала, что вообще за прогрессии такие и зачем они нам нужны? Прогрессии — это один из способов структурирования опыта игрока. Ну и следующий вопрос: зачем вообще нужно структурировать опыт игрока? Что еще за структура такая опыта? Представьте себе, что вы хотите снять фильм или рассказать историю какую-то, не знаю, книгу написать или, например, аниме снять. И вот вы придумали классную сцену, где два человека сидят на скамейке и смотрят на закат. А еще вы придумали что-то про компьютер. А еще у вас робот идет на фоне солнца. А еще вот человек сидит, и за ним такая тень классная. А еще вот глазом смотрит огромная морда, а робот за голову хватается. И, в общем, ну, ничего не понятно, но очень интересно. Проблема такого аниме будет в том, что у вас классные сцены, но они не связаны единый сюжетный конвой, и их невозможно воспринять как единое произведение. Почему так происходит? Потому что информацию человеческий мозг воспринимает и пытается расшифровать с помощью сопоставлений с известными ему паттернами. Соответственно, если повествование укладывается в знакомые для человека паттерны, то оно воспринимается и запоминается, и человек может его понять. А если нет, то оно отбрасывается как шум, потому что его невозможно расшифровать, декодировать. Ну и паттерны, в общем, известны в повествовании. Это, к примеру, вот драматическая кривая, как вы все наверняка знаете, завязка, кульминация, развязка. То есть получается, что даже если у вас удивительно интересные сцены, вам все равно необходимо следовать общей сюжетной конве, чтобы они сложились в единую историю. То же самое, в общем-то, и с играми. Какие бы интересные вы не использовали механики, какие бы инновационные решения, какие бы у вас не были сложные какие-то дилеммы, которые вы игроку предлагаете, необходимо, чтобы каждый ход для игрока складывался в одно единое переживание, единый опыт. И вовсе не обязательно сюжетно. Здесь дело не в том, что у игрока должна складываться какая-то история в плане сюжета, хотя это тоже, в общем-то, важно. Но важно, чтобы это все укладывалось в такой паттерн, который может воспринимать человеческий мозг. Какие же паттерны мы можем воспринимать применительно к играм? Ну, вообще-то про это мы уже говорили когда-то, много лет назад. Это арки. И даже вот была такая лекция, даже со мной, в которой мы обсуждали, что мы можем представить механики циклические и циклические процессы, которые происходят в игре благодаря последовательному исполнению механик в виде вот таких вот петель, вот, а когда игрок их переживает, для него эти петли психологически разворачиваются как арки. Что-то происходит, происходит и происходит. Ну и, собственно,
На этом, в принципе, лекцию можно было бы закончить и сказать, чтобы игрок понял вашу игру, используйте арки. Но этого будет мало. На этом закончилась предыдущая лекция. Сегодня мы пойдем немножечко дальше. И поговорим о том, как, собственно, эти арки использовать. Потому что мы решили, что арки — это здорово, это очень полезный инструмент. Необходимо следить, чтобы они в игре были правильно применены. Но как? Вот сегодня мы как раз обсудим один из способов использовать арки для того, чтобы игра укладывалась в единый опыт и хорошо воспринималась игроками. При этом это не единственный способ, и достаточно много есть способов других структурировать игровой опыт игрока, но прогрессия — это очень эффективный и достаточно простой в использовании вариант, который практически всегда дает прекрасные результаты, поэтому сегодня мы поговорим именно о нем. Ну и на самом деле, начнем с примеров, просто чтобы понимать прогрессию. Что такое прогрессия? Прогрессия — это когда что-то растет, растет и растет. Такого в играх очень много, и не только в играх. Именно поэтому мы ими пользуемся так широко, потому что паттерн восприятия такого процесса уже есть. Он сложен в нашем сознании культурой и, в общем-то, скорее всего, еще какими-то биологическими способами восприятия. И у нас он повсюду, там, в мемах, в баснях, в сказках про домик из сена, из хвороста, из кирпича. Ну и, конечно же, разумеется, в играх. Так что сразу перейдем к примеру, где что-то увеличивается, увеличивается, и который всем знаком. Это герои меча и магии, известные и любимые всеми нами. Давайте посмотрим, где мы здесь можем увидеть прогрессии, где мы можем увидеть ситуации, где какие-то механики приводят к постоянному, значит, росту каких-то параметров, показателей. Ну, разберем все по очереди. Вот очень просто. Вот герой мы видим. Вот у героя вот здесь вот показаны его параметры. Там сила, защита, там знания и так далее. Герой едет по карте, заезжает в разные домики, и в домиках он эти параметры поднимает. Можно там заклинание новое выучить, можно какой-то опыт получить, можно подобрать артефакт, стать тоже сильнее. Это все прогрессия героя. Чем дальше игра, тем, значит, мощнее становится ваш герой. Есть ли еще прогрессии? Вот мы видим замок. В замке можно, это на другом экране происходит, но вы все равно наверняка помните, в замке можно строить разнообразные здания. Чем больше мы строим зданий, тем больше нам открывается еще более крутых зданий. Замков может быть несколько, вот здесь пока один, но по мере там их захвата новые появляются. В каждом из них параллельно можно ставить все более крутые здания. Есть ли тут еще прогрессии? Конечно, есть. Вот это вот ресурсы снизу указанные. Их общее количество, ресурсы разбросаны по самой карте, и есть места, где ресурсы генерируются. То же самое. Вначале у нас их немножко, мы их находим, потом мы находим места возобновляемые, значит, генераторы этих ресурсов, маленькие генераторы вроде мельниц, куда можно заезжать, ресурсы получать и так далее. Обратите внимание, как эта прогрессия связана с предыдущей. Чем больше у нас ресурсов, тем чаще мы можем строить новые здания, более мощные, и чем мощнее здание, тем они, естественно, дороже стоят. Есть ли еще прогрессии? Конечно, есть. Есть существа, юниты, которые находятся в армии героя. Вот они снизу указаны, они нанимаются в городах, они нанимаются в точках на карте. Опять же, начинаем мы игру с небольшим количеством слабых существ, потом у нас становится их больше и больше, у нас появляются более сильные существа, а в конце игры у нас есть уже суперсильные существа, а слабых существ у нас огромное количество, у нас их могут быть сотни и тысячи. Вот, тоже очевидно прогрессия. Обратите внимание, как она связана с предыдущим прогрессией. Чем больше у вас ресурсов, тем больше вы можете купить юнитов. Чем круче у вас дома в городе, тем более крутые юниты вам доступны для покупки. Все, на этом хватит? Конечно же, нет. Здесь есть еще прогрессия. Посмотрите, вот тут вот стоят монстры на карте, которые сторожат какие-то домики, сокровища и так далее. Есть монстры попроще первого уровня, которые мы сможем сразу победить, буквально начав игру. А есть монстры посложнее и помощнее. Вот здесь вот есть наездники на каких-то волках, тут есть гаргульи и так далее. Их уже, скорее всего, насколько не одолеть, придется или прокачать героя, или там армию еще нанять, или заехать за какими-то бонусами на разным, там удачу, мораль и так далее. Это тоже прогрессия. Чем дальше мы продвигаемся в игру, тем мощнее мы можем одолеть монстров. И дальше мы будем сравнивать свои силы все с более мощной оппозицией. Обратите внимание, опять же, как это связано с предыдущими прогрессиями. Вот у нас есть сила героя, вот у нас есть сила его армии. Чем то и другое больше, тем мощнее монстров мы можем победить. Вот. И это еще не все, еще есть прогрессия исследования, потому что изначально вся карта закрыта туманом войны, она не исследована, совершая ходы, мы убираем этот
Туман войны и узнаем, что же тут есть. Вот, ездим и, значит, открываем карту мира для себя. Я здесь выделил вход на подземный уровень, целый отдельный слой карты, гарнизон, который обычно охраняется монстрами, которых нужно победить, чтобы ехать дальше. Вот здесь вот просто можно выделить пустой край карты, куда можно заехать и узнать, что там за ним. Исследование — это тоже прогрессия, потому что чем дальше мы едем, тем больше новых земель мы открываем. И опять же, обратите внимание, как это связано со всеми остальными прогрессиями, потому что, получая доступ к новой территории, мы находим там новые ресурсы, новые здания, которые позволяют нанять новых юнитов, новых более мощных врагов и так далее. То есть это все взаимосвязано. Вот. Ну и, в общем-то, на этом все. Я перестал отмечать на карте прогрессии, хотя они здесь есть еще. Например, прогрессия изучения магических заклинаний, которые в виде вот таких вот домиков можно отметить. Прогрессия от раскрытия карты, где находится Грааль, вот обелиск позволяет кусок этой карты получить и так далее. Интересно отметить, что, в общем, вся игра героев состоит из взаимосвязанных прогрессий, каждый из которых влияет на все остальные. Ну, в общем, что же такое в итоге прогрессия, если вот они все вот тут так выглядят? Прогрессия — это, ну, достаточно простое определение. Видимые и значимые для игрока тенденция повышения параметров в ходе партии. Супер просто. Что-то растет. Ничего хитрого здесь нет, но здесь есть два ключевых момента. Прогрессия обязательно видимая и обязательно значимая. Мы к ним еще вернемся, когда поговорим о том, как сделать их хорошо. Но для начала, как нам это может помочь структурировать опыт игрока? Я говорил, что прогрессия позволяет увязать, скажем так, переживания партии в какую-то единую канву. Как же это сделать? Вернемся снова к аркам. Напоминаю, что у нас есть короткие арки. Это действия, которые выполняются каждый ход и можно даже несколько раз за ход. Средние арки — те действия, которые разворачиваются, даже не действия, а такие переживания, которые разворачиваются на протяжении нескольких ходов и там какого-то существенного количества игры, и длинные арки, которые могут занимать всю игру или там достаточно большую ее часть. Давайте рассмотрим, как прогрессия укладывается в эти арки, ну и прогрессия в героях меча и магии, например, на примере постройки зданий в городе. Короткие арки — это подбор ресурсов. Можно подбирать кучки ресурсов, можно заезжать в здания, которые выдают ресурсы. Это еще не постройка дома, но это маленькое действие, мы действительно можем их делать каждый ход, и они продвигают нас на шаг к тому, чтобы построить нужное нам здание. Средние арки — это постройка конкретных зданий. Вот можем построить там башню грифонов, сможем нанимать грифонов. Можем построить магическую гильдию нового этажа и получим там новые заклинания. Длинными арками можно назвать самый последний, завершающее здание в каждой там ветке, скажем так, технологической, которая будет нам говорить о том, что мы закончили полностью прокачивать свой город в этом направлении. Например, вот последнее здание с самыми крутыми юнитами или последний этаж магической гильдии с самыми крутыми заклинаниями. Это длинная арка, потому что мы к этому идем, практически всю игру. Обратите внимание на очень интересный момент. Прогрессия, единая, продуманная того, как игрок получает какие-то игровые блага и бонусы, предоставляет нам сразу арки всех типов. То есть она и короткие арки нам подсказывает, маленькие шажки к тому, что мы хотим сделать, и средние арки, собственно, действия, которые нас продвигают по этой прогрессии, и длинные арки, по сути, завершение прогрессии, и вот то, к чему игрок идет. И когда игрок выполняет арки всех этих типов, они у него складываются в единое понимание, что же он делал. А игрок в ходе этой партии может сказать: а вот что я делал. Я строил портал славы, чтобы нанимать там ангелов. Я строил гильдию магии, и достроил ее до самого верхнего этажа, чтобы получить самые крутые заклинания. И это как раз и есть возможность структурировать опыт с помощью прогрессий. В итоге куча разрозненных действий, потому что все действия действительно совершенно разные, складываются у игрока в единое понимание того, что происходило в игре. Ну и чтобы не замыкаться на одних героях, давайте рассмотрим еще другие примеры прогрессии, которые не бывают. Я их немножечко распихал по категориям. Хочу сразу сказать, что эта классификация не претендует на полноту, это просто скорее список того, что сразу же пришло в голову, но можно дискутировать о том, какие еще прогрессии можно найти. Итак, первое, самое простое — это эффективность. Давайте все-таки вернемся к настольным играм. Тут мне хочется вспомнить настольные игры Карла Чудека. Это Glory to Rome,
Юкрония и вот Мотайнай на этой картинке. Прогрессия эффективности позволяет игроку со временем делать что-то больше, лучше, ну и, как правило, просто количественно мощнее. И вот этот пример, мне он очень нравится, кажется очень показательным, заключается в следующем. Игроки выбирают каждый ход какие-то действия, и каждый игрок может выполнить свое действие и также действие каждого из противников. Но также игрок может иметь помощников, которые имеют такое же название, как действие. И вот, если вдруг кто-то выбрал действие такого типа, которого у вас есть помощник, то вы выполняете его не только за себя, но и за своего помощника. Это значит, что если вот у вас есть один кузнец, и кто-то выбрал действие кузнец, то вы его выполните один раз за себя и один раз еще за помощника. А если у вас два кузнеца, то вы выполните трижды это действие. Вот. А если у вас 4, то вы выполните его 5 раз. 4 за помощников, 1 раз за себя. И это очень важно, потому что вы кладете первого кузнеца, и у вас уже в 2 раза мощнее действие, и это важный элемент интерактивности, потому что противник, видя 3 кузнецов, уже очень будет опасаться сам играть такое действие, потому что как же так, я сыграю действие кузнеца, я его выполню 1 раз, а мой, значит, враг его выполнит 4 раза, при том, что это еще и я потрачу карту на то, чтобы это действие вызвать. То есть это еще и огромная цена, а противник с этого получит больше. Вот это, собственно, и есть прогрессия эффективности, когда вы понимаете, что в процессе игры вы делаете в принципе то же самое, но просто в разы больше, буквально в промышленных масштабах. Другой вариант – это прогрессия возможностей, когда игроку открываются просто принципиально новые возможности. Ну, очень наглядный пример, чтобы, конечно, в настольных играх это тоже можно поискать и найти, но есть риск того, что кто-то не играл в какую-то конкретную игру, а вот в это, скорее всего, все играли. Это первый StarCraft, ну и в целом реал-тайм стратегии на компьютере следуют более или менее такому паттерну. Там обычно все довольно просто. Вы строите здание, и каждое новое здание открывает вам возможность нанимать новых юнитов, возможно, покупать для них апгрейды, возможно, строить новые здания. В StarCraft очень часто здания, в общем-то, все эти 3 пункта реализуют, и каждый раз, когда вы строите новое здание, у вас открываются именно новые возможности. Вы получаете доступ к новым юнитам, вы можете заапгрейдить своих старых юнитов, чтобы они делали что-нибудь новенькое и так далее. Вот, при этом количественно ваши силы, в принципе, не растут, вы просто можете делать новые вещи. Затем ресурсы. Ресурсная прогрессия – это, в принципе, те же 2 предыдущие прогрессии, но немножко под другим углом, скажем так, для игрока она выглядит и ощущается по-другому. Суть в том, что эффективные ходы и какие-то интересные возможности и у игрока есть сначала, прямо никто их не прячет, никто их не отнимает, просто игрок не может их себе позволить. К примеру, в колонизаторах вы не можете сразу же все застроить городами, хотя у вас город доступен, вам не нужно прокачиваться никак по технологической ветке, чтобы научиться строить города, а просто у вас нет таких ресурсов с самого начала. Самый, наверное, наглядный пример будет карточная игра Hearthstone, в котором игрок начинает с 1 кристаллом на первый раунд, во второй раунд их уже 2, в третий уже 3 и так далее. И эти кристаллы используются для оплаты игры карт-с-руки. Соответственно, у игрока может быть хоть на первый ход прийти в руку карта, которая стоит 10, просто ее сыграть быстро не получится. Вот. Эта ресурсная прогрессия, она для игроков, как правило, носит другой, скажем, эмоциональный оттенок, но по сути то же самое. Она блокирует доступ игроков либо к очень эффективным инструментам, либо к каким-то принципиально новым возможностям и отодвигает вот этого момента, когда они не получат нужные ресурсы. Еще один вид прогрессии, более редкий, но очень интересный, это информация. В качестве примеров можно привести, например, Cluedo и все вот игры семейства дедуктивных улик, затем мафию в меньшей степени, в гораздо большей степени Resistance, алхимиков, как вообще идеальный пример таких игр, Decrypt, как пати-гейм, у которого есть информационная прогрессия, ну и, в общем, детективы, такие как Sherlock Holmes, консалтинг детектив, карманный детектив и так далее. Суть информационной прогрессии в том, что игроки никак не увеличивают свои параметры или какую-то игровую эффективность, но в процессе игры они узнают новую информацию, которая им не просто помогает двигаться дальше, а добавляет смысла ко всей уже имеющейся информации. То есть, проведя, к примеру, в алхимиках какой-то эксперимент с этим веществом, мы также узнаем кое-что об этом веществе, об этом, в
вполне возможно, и о какой-то его паре, возможно, тоже узнаем, если мы знаем, что он с кем-то как-то специально реагирует, что-то узнаем о големе, если мы играем с ним и так далее. Короче говоря, смысл информационной прогрессии в том, что игроки пытаются узнать вещи, потому что любая новая информация продвигает их к победе. Ну и последний вид прогрессии, о котором я, к сожалению, не могу много рассказать, потому что я не очень в нем хорошо разбираюсь, но который очень важен и который не стоит игнорировать, это прогрессия нарратива. Вы ее все наверняка на себе чувствовали, когда играли в какую-нибудь игру, скажем, Супер Марио, вот, и когда вы из первого уровня, значит, забегали в замок и неожиданно оказывались во втором уровне, который внутри замка. И вот это ощущение удивления, восхищения, ничего себе, я бегал по открытой местности, и тут неожиданно второй уровень внутри замка, и здесь все по-другому. Хотя реально механики работают точно те же, монстры точно те же, там блоки с вопросиками точно те же, ничего нового нет, но ощущение того, что я попал в новое место, это вот этот нарратив того, что мы продвинулись в какую-то новую территорию, это и есть нарративная прогрессия. Она также может быть в форме сюжета. Надо сказать, что не любой сюжет является нарративной прогрессией. То есть, если вы просто делаете предысторию и какую-то концовку, это еще не будет нарративной прогрессией. Но сюжет можно использовать и представлять в форме нарративной прогрессии. И этим, например, пользуются Legacy игры очень широко. Кроме того, зачастую нарративная прогрессия вообще даже и не про игровой мир, не про персонажей, а про игрока, потому что вот когда, например, я играю в «Вампиров. Наследие», мне интересно не столько, что там по сюжету произойдет, сколько мне интересна моя собственная история. Мне интересно открыть конвертик, мне интересно положить туда новую карту, мне интересно наклеить новую наклеечку. Мне вот интересно, как будет эволюционировать игра. Это тоже, по сути, нарративная прогрессия, потому что меняется история. Не столько цифры, не столько возможностей, сколько сама история. Чтобы... Ну, опять же, звучит для настольного мира пока что как что-то довольно странное, как какой-то гиммик, и только вот в Legacy играх он используется широко, хотя при этом это достаточно мощный инструмент, не стоит его сбрасывать со счетов. Например, ну вот как пример можно привести отечественную компанию Playrix, которая делала изначально Match 3 для телефона и продолжает их делать. Вот, но в какой-то момент они решили ввести сюжетную прогрессию в свою Match 3, и это, в частности, было одним из факторов, который позволил им завоевать огромную популярность. Именно потому, что они добавили сюжетную прогрессию, ну, как иллюстрацию. В общем-то, их сюжетная прогрессия настолько цепляет, что вот Земфира, как вы, наверное, знаете, недавно спела песню про одного из их персонажей. К сожалению, пока что про персонажей настольных игр Земфира ничего не пела, но надеюсь, что, в общем, мы этого когда-нибудь тоже сможем достичь. Вот. Ну и вопрос. Вот я так хвалю прогрессии, они бывают разные. Здорово, когда циферки растут, здорово, когда сюжет новый открывается. Это точно работает. Я так говорю, как будто это просто серебряная пуля, как будто бы решает все проблемы, как будто бы если в игре вообще ничего нет, никаких механик, есть только прогрессия, как будто игра при этом будет замечательной и будет работать. Правда ли это? Ну, вообще, конечно, да, это правда. Например, есть в качестве таких абсолютно крайних примеров можно привести прекрасный жанр айдлер, вот, чудесный жанр компьютерных игр, суть которых заключается в прогрессии без геймплея. Там увеличиваются цифры, как правило, игрок имеет возможность выбрать, какую цифру увеличить дальше, но там нету условий поражения, там нету никаких особенных, никакой значимости у выбора, потому что, ну, если вы сделаете какой-то неоптимальный выбор, вы чуть медленнее дойдете до следующего выбора, и все равно ваш следующий выбор вас утилит в разы. Вот. И главное, что цифры копятся, причем даже не обязательно что-то самому для этого делать, но можно иногда что-то выбирать, чтобы цифры копились быстрее. Можно очень долго, конечно, иронизировать по поводу этого жанра, особенно учитывая тот факт, что там действительно нет геймплея. Вот. Но также стоит отметить, что он действительно очень популярен, и он цепляет любого человека именно по причинам человеческой психологии. И важно понимать, что если чистая прогрессия без геймплея такое с людьми делает, то что же она сделает, если добавить ее к вашей чудесной, замечательной, великолепной настольной игре? Это же будет вообще бомба. Вот. Ну и чтобы не было такого ощущения, что прогрессия — это что-то такое для каких-то казуальных игр, супер простых, на другом конце этого спектра, на супер хардкорном конце из цифровых игр снова у нас есть, значит, роглайки или рогалики, как их называют в наших краях. Это игры, как правило, очень сложные, как правило, такие, которые не прощают ошибок, как правило, такие, которые очень высокие требования к игрокам предъявляют, которые тоже построены практически целиком на прогрессии. У них может быть разная
разное механическое наполнение, они могут быть там выглядеть как экшен-РПГ, иметь там ядро механическое, скажем, слэшера, а могут быть карточной игрой. Но главное, что они базируются на прогрессиях, и именно прогрессия, то есть обретение персонажем новых свойств и способностей, по сути, решает эффективность его в этой игре. Вот, ну, поэтому именно, ну, я бы сказал, что именно прогрессии цепляют в этих играх больше всего, а эти игры действительно обладают огромной возможностью человека зацепить и не отпускать, и именно поэтому они сейчас переживают, в общем, последние 5, если не 10 лет расцвет. Соответственно, можно сказать, что в компьютерных играх, по крайней мере, где прогрессии используются шире и более, скажем так, вдумчиво, на них игры работают отлично. В чем польза от того, чтобы иметь прогрессии? Допустим, вы решили добавить такую в свою настольную игру. Вот, вы можете ее сделать как центральным структурирующим элементом, так и сделать чем-то дополнительным. Допустим, у вас и так в игре все отлично, и игра не про прогрессию, игра не про набор цифр, не про эволюцию, но все-таки вы хотите ее добавить. Имеет ли смысл? Что вообще вы с этого получите? А вот что. Ну, во-первых, в процессе игры у вас будут следующие плюсы. Позитивная отдача. Игрок получит награду, и игрок получит удовольствие от этой награды. Ну, много ли это стоит? Много. Если вы себе представите на секунду, что вы выиграли миллион. Я даже вот сейчас сделаю паузу небольшую, а вы представите, что вы выиграли миллион. Просто представьте, как это было в лотерее, например, как это было приятно, чтобы вы его потратили, вот, вы, может, отложили, может, что-нибудь себе купили, может быть, не знаю, приятное что-то сделали. Это очень приятное ощущение, несмотря на то, что пока что вы в лотерею еще этого миллиона не выиграли. Тем не менее, сама мысль о воображаемой награде доставляет вполне реальное физиологическое удовольствие человеку. И важно, что во время игры, вот в магическом круге игровом, награды виртуальные, по сути, они имеют реальное значение для игроков. И когда игрок получает такую игровую награду, он себя реально чувствует хорошо. Поэтому награждать игроков за то, что они делают что-то хорошее в вашей игре, то, что вы, ну, в общем-то, и хотели бы, чтобы они делали, это прекрасно. Вот, и, соответственно, как можно наградить игрока? Естественно, увеличить его игровую эффективность. Вот, кроме того, закрывается петля. Игрок знает, что вот я хочу взять ресурс, что он взял ресурс, получил его, закрывать петлю всегда приятно, психологически это классно, потому что, все, задача сделана. Вот, это просто замечательно, и это то, что цепляет в играх, то, от чего в них просто приятно психологически играть. Но это еще не все. Есть еще постановка цели, открывает петлю, потому что прогрессия — это не одна единственная цель. Как мы знаем, это движение от хорошего к еще более хорошему. Соответственно, как только вы подобрали ресурс, вы видите следующие ресурсы, вы думаете, постойте, а мне же и этот нужно подобрать. Как только вы какой-нибудь здание возвели в своем городе, вы понимаете, что, вот тут следующее здание, вот я теперь на него могу накопить и его построить. Соответственно, у игрока открывается новая петля, которую он тоже хочет закрыть. Почему это для нас ценно? Сразу по нескольким причинам. Во-первых, желание награды. Это достаточно интересное психологическое явление, которое связано вот с чем. Допустим, у вас будет отпуск, допустим, будет летом. Если вы сейчас подумаете о своем отпуске, о том, как он у вас будет летом, вам уже сейчас станет приятно. Вот, несмотря на то, что отпуск только летом. Если вы сейчас подумаете о том, как вы летом выиграете в лотерею миллион, то вам уже сейчас станет приятно, несмотря на то, что, во-первых, это будет не сейчас, а летом, а во-вторых, лотерея — это наш воображаемый эксперимент, она нереальна. Но если вы хорошенько это себе представите, вам приятно станет прямо сейчас физиологически. Это очень забавно, но в играх это также работает. Если вы игроку пообещаете игровую награду, то ему сейчас уже будет приятно думать о ней, надеяться на нее, несмотря на то, что это двойная иллюзия. Во-первых, награда игровая, а во-вторых, это еще не она, а это обещание ее, может быть, даже игроку не достанется, тем не менее уже сам факт, что ее можно получить, подогревает интерес игрока и, в общем, наполняет его приятными эмоциями. И в результате у игрока появляется мотивация. Мотивация в играх — это великое дело, потому что мотивация дает вам вовлеченного игрока, который, в общем-то, хочет что-то в вашей игре делать, потому что проблема, которая бывает, чаще, наверное, у сухих еврогеймов, но иногда и у достаточно мокрых
америтрэшных игр, если это какие-то большие игры с открытым миром песочницы, это отсутствие мотивации. Игрок не знает, что делать. Вот я могу пойти туда, а зачем? Я могу пойти сюда, а зачем? Что-то это мне вроде принесет, но я не знаю, как что работает, я не знаю, зачем, я не знаю, в чем смысл. А вот это желание награды, когда игрок понимает, что он получит награду, творит чудеса, потому что вот в этот момент игрок как раз понимает, да, я вот хочу построить этот дом, я же получу вот это здание, конечно, я хочу накопить на него ресурсы, но это еще не все. Есть еще и второй очень важный плюс – это направление действий. Когда мы игроку вот эту петлю открываем, когда мы ему говорим, знаешь, а можно построить гильдию магов второго уровня. Знаешь, ты построил второго, а можно и третьего построить. Мы задаем для игрока направление действий. Это очень важно, потому что важно, чтобы игрок понимал, что в игре имеет смысл делать и какие ходы, в принципе, результативны. Конечно, если игрок хорошо знает игру, он может уже сразу же иметь выстроенную стратегию и, значит, ходить в соответствии с ней. Но если игрок пока еще не знает игровой стратегии, особенно если он сел играть первый раз, для него очень важно иметь какие-то ориентиры, как нужно действовать, чтобы в принципе продвигаться к победе, даже если он еще не может посчитать, сколько победных очков он в итоге получит, потому что он не знаю, он скоринга этого ни разу еще в жизни не переживал, ему нужно знать, что в принципе делать. Конечно, бытует такое клише, что ну вот эту игру с одного раза не понять, не распробовать, один раз обучающий сыграем, потом еще раз все уже будут знать, что делать, но здесь нужно напомнить, что многие игры второй раз и не раскладываются, и что это великое счастье, когда игроки решили второй раз играть в вашу игру, поэтому она должна быть достаточно понятна с первого раза, и прогрессия позволяет нам, разработчикам настольных игр, подтолкнуть игрока в нужном результативном русле, чтобы он мог просто нормально, адекватно играть в игру, может быть, не понимая всех ее деталей. Потому что в компьютерных играх есть обучалки, там можно сделать какие-то интерактивные реакции и какие-то подсказки, там можно сделать скрепку, которая будет вылезать и говорить, похоже, вы хотите то и это, а в настольных-то играх нельзя. Поэтому прогрессия здесь играет для нас роль такой скрытой обучалки, потому что она подкармливает игрока наградами за те действия, которые, ну, по идее, нужно было бы делать. И в итоге игрок не запутается, игрок не будет ходить нерезультативно, игрок не будет делать что-то, что в итоге ему не принесет никаких плодов. Конечно, если ваша прогрессия будет правильно отлажена, и, конечно, если вы действительно будете награждать игрока за движение к победе. Вот. Это очень полезно, но и это еще не все. Еще есть польза между партиями. Мы с вами говорили об арках как об инструменте анализа игрового опыта, того, что человек психологически переживает внутри игры. Но если посмотреть немножко шире, можно представить, что психологические арки есть и за пределами игры, в принципе, в психологической жизни человека. И вот, допустим, ваша игра — это и есть арка. Человек решил, поиграю-ка я в игру. Поиграл, арка закрылась. Что дальше происходит? Ну, в хорошем случае ему захочется сыграть еще раз, и у него откроется новая арка, а поиграю-ка я еще раз, такая мета-арка, гигантская арка. И для нас это было бы, как для разработчиков, отлично, вообще лучшая награда, если игрок решил и захотел поиграть в игру еще раз. Так вот, в чем польза прогрессии? Поскольку прогрессии в процессе игры дают нам много очень позитивных переживаний, они дают нам и отдачу от индивидуальных действий, и обещание большей награды в будущем, вот эти вот позитивные переживания, они запоминаются. И когда игрок вспоминает об игре, он вспоминает приятные ощущения, и он понимает, что он хочет еще раз. А какой способ получить их еще раз? Еще раз сыграть в игру. И так у игрока открывается новая вот эта петля, и новая петля сыграть в игру еще раз. И, естественно, когда игрок сыграет в игру еще раз и еще раз переживет их, у игрока только закрепится знание того, что это приятная игра, в которой он переживает приятные эмоции. Поэтому для разработчиков это очень важно, потому что это позволяет нам если не гарантировать, то, по крайней мере, увеличить шансы того, что игроку захочется именно эмоционально в качестве такого импульса сыграть в игру еще раз. Но и это еще не все. Еще важный момент прогрессии в том, что она создает нарратив. Зачем нам вообще нарратив? Ну, понятно, что если вы делаете какой-то америтрэш суперсюжетный, вам хотелось бы, чтобы у вас игра была не супер абстрактная, а что-то в ней происходило, ну, вот конкретное, какая-то история разыгрывалась. Но это важно отнюдь не только для америтрэша. Дело в том, что люди мыслят историями, и чтобы запомнить какие-то события, они это делают несознательно, наш разум за нас, эти события укладывают в истории, которые мы потом можем сохранить в своей голове и вспоминать. И вспоминаем мы события тоже реконструируем в виде историй. И если события не укладываются в шаблон истории, то они выглядят для нас как шум. А шум мы отбрасываем и забываем. И в этом проблема. Есть целый пласт игр, которые, в принципе, приятно
сыграть, но когда вы заканчиваете эту игру и убираете ее в коробку, у вас просто такое какое-то бурление не совсем понятное в голове, и послевкусие вроде приятное есть, но вам нечего сказать о партии, потому что то, что произошло, не укладывается в историю. Вы не можете рассказать, в этой игре я сделал то-то и то-то, потому что, ну, я играл цифрой, противник играл цифрой, мы передвигали фишки, и, в общем-то, это все. При этом зачем, в общем-то, зачем эта история? Почему это важно? Да вот почему. Потому что игрок, когда пройдет какое-то время, не вот сразу после предыдущей партии следующей, а когда пройдет, не знаю, неделя, месяц, год, воспоминания вот такого рода в виде истории о партии позволяют вам очень хорошо сохранить в голове игрока, в общем, сведения о вашей игре, и именно они позволят, опять же, игроку задуматься, а не сыграть ли мне в ту самую игру, где я играл за демонов, а мой, значит, друг играл за нежить, и вначале он меня вроде там присанул, а потом я смог каким-то образом найти классное заклинание и удивительно вырваться, и вот эта вот история, и она как раз позволит игроку еще раз сыграть, захотеть сыграть в игру еще раз, потому что он запомнил, о чем игра. Но не только, еще это позволяет рассказать об игре, потому что если игра абстрактная, если в игре происходит просто что-то такое, что укладывается только в математическое описание, но не укладывается в сюжетное, то там есть проблема с тем, чтобы рассказать другому, ну как другому игроку расскажешь о партии в Splendor. Я набрал там красное и синее, а потом взял скидку. Это неинтересно, то ли дело прям эпическая захватывающая история. Так в чем же польза прогрессии? В том, что прогрессия, пройденный путь игрока по этой прогрессии, он как раз идеально укладывается в драматическую кривую, в завязку, кульминацию, развязку, потому что игрок знает, что вначале он начинал с ничего, а потом он нанял немножко юнитов, а потом он поставил здание, которое позволяет нанять еще больше юнитов, потом он с помощью них завоевал ресурсы и построил еще более крутое здание, и в конце у него были самые крутые юниты, он всех победил. Вот это вот история, которая скажем так, которая уже сложилась в результате того, как работает прогрессия, что она собой представляет. И вам не нужно переживать за то, сложится ли опыт игрока в истории или нет. У него уже будет готова история, он сможет ей воспользоваться и чтобы игру запомнить, и чтобы другим про нее рассказать. А это уже сарафанное радио, это уже, по сути, увеличение шансов на то, что игрок еще и другим кому-то сможет вашу игру, как сказать, вдохновить и впечатлить ее. Ну, собственно, где прогрессия нужна? Вот я рассказал о том, как это классно, может создаться впечатление, что она нужна в любой игре. Возможно, ее можно применить там в разных играх с разной степенью успешности, но есть игры, где она особенно нужна. Какие же, соответственно, если вы их делаете, вам стоит обратить внимание на нее. Какие же это игры? Во-первых, построение движка. Очевидно, потому что там построение движка, вся суть сводится к увеличению эффективности того, что у вас есть на столе. Естественно, есть исключения. Если игра очень тактическая на построение движка и какие-то конкретные узкие ходы имеют, значит, больше влияния на игру, чем большие стратегические расчеты, то там прогрессия может быть не принципиальна. Ну, как пример, я мог бы Spyrium привести. Я думаю, что розыгрыш конкретных раундов на столе там имеет больше значения, чем то, что у вас в табло лежит. Вот. Но прогрессии, как вы понимаете, тяготеют к длинным аркам и к стратегичности игры. Соответственно, если ваша игра раскрывается на какой-то долговременной перспективе, а не в отдельных ходах, то прогрессии вам будут более интересны. Второй пример — это декбилдинг, и, ну, можно, конечно, сказать, что декбилдинг — это часть engine-билдинга, тем не менее, отдельно его хочется выделить, потому что все колодостроительные игры про то, как сделать лучше вот эту вашу колоду. Соответственно, там прогрессии крайне важны, и, по сути, все колодостроительные игры — это игра в прогрессию, а уж то, как это реализовано, это не столь существенно. Опять же, исключения есть, и опять же, это скорее более тактические, чем стратегические игры, ну, например, Фрайтек Фридмана Фриза, которую бы я назвал игрой на оптимизацию. Там прогрессия не столь важна, важно оптимально совершать каждый ход за ходом. Ну и третий пример, на мой взгляд, очень важный, это 4X игры. Ну, это, в общем, два больших семейства цивилизации, игры, похожие на цивилизацию, и игры, похожие на Мастеров Орион. Почему 4X? Частенько можно наблюдать ситуацию, когда какая-то настолка позиционирует себя игрой в эстетике или в стилистике цивилизации, потом она выходит, а потом люди говорят, ну, это не цивилизация, потому что не чувствуется, что это цивилизация. Почему? Ну, люди, бывает, приводят
аргументы относительно того, что она сухая, слишком или слишком абстрактная. И я бы поверил в эти аргументы, если бы несколько очень хороших игр про цивилизацию, собственно, не были бы сухими абстрактными, при этом как цивилизация они воспринимаются прекрасно. Соответственно, почему так происходит? Моя гипотеза в том, что цивилизация — это всегда игры про прогрессию. И в ходе игры в духе цивилизации игроки хотят видеть то, что, ну, как они привыкли воспринимать путь человечества по, не знаю, школьным учебникам. Что люди вначале начинали в сложных условиях, ничего не умели, выгрызали буквально свое выживание у внешнего мира, но потом они потихоньку начали учиться, как использовать внешний мир себе, значит, во благо и на пользу, и копили знания, которые позволяли им все более и более эффективно пользоваться, значит, ресурсами окружающего мира. И у них, значит, росла производительность труда, росла продолжительность жизни, росло качество, уровень жизни и так далее, и так далее. И вот эта вся эта история про то, как люди раз за разом становились все в 10, в 10 и в 100 раз лучше, чем они были. И если игра этого не показывает, если в игре можно начать с копейщиками, а закончить с копейщиками и слонами, то это у игроков вызывает, соответственно, диссонанс, потому что а где же весь этот многократный рост, где вот это вот разворачивающаяся на, не знаю, на тысячелетия картина того, как мы становились лучше и лучше. Поэтому, если вы вдруг станете делать 4X игру, космических игр это, в общем, тоже касается, обязательно обратите внимание на вот эту вот эстетику роста и на ее механическое отражение в вашей игре. Ну, в общем-то, честности ради можно сказать, что не во всех, опять же, играх прогрессия нужна, и есть много других способов структурировать игровой опыт, и традиционно многие жанры обходятся, там, многие направления игр обходятся без нее. Вот. В пати-играх можно без нее, хотя с ней, в общем-то, зачастую есть тоже хорошие пати-игры. В абстрактных шахматоподобных играх традиционно обратная абсолютно структура разбора, а не сбора своих ресурсов и так далее. Но, тем не менее, вот в этих видах игр, ну и на самом деле в большинстве еврогеймов по причине механической, в большинстве америтрэшных игр по причине эстетической, прогрессия, в общем-то, чаще помогает, чем мешает. Ну и надеюсь, я вас убедил, что ее стоит сделать. Теперь, в общем-то, важный вопрос, а как ее сделать? Как сделать хорошую прогрессию? Ну, давайте вернемся к определению и вспомним два слова, которые я тогда выделил цветом. Она должна быть видимая и значимая. Циферки должны не просто расти, они должны соблюдать вот эти вот два важных критерия. Что значит видимое? Значит читаемое для игрока. В качестве примера снова хочется привести игру Чудика, а именно инновацию. Но в данном случае это пример не слишком позитивный. В инновации есть такая механика, в ней карты технологий складываются стопками, эти стопки в какой-то момент в качестве апгрейда можно сдвинуть. И сдвигать их можно в разные стороны, влево, вправо и вверх. И вот в зависимости от того, куда сдвинута стопка, видны разные иконки из карт под верхней картой. А сила и мощь эффектов, которые игрок может выполнять, и его, в общем-то, защита от вражеских эффектов определяется как раз количеством этих иконок. Так вот, теоретически, когда вы сдвигаете в какую-то другую сторону свою стопку, вы должны ощутить огромный прирост силы и вообще ощутить, что вы прогрессируете, потому что, ну вот, если влево сдвинуть, то видна одна иконка, а если вправо, то, в общем-то, две. Но не всегда две, потому что иногда там цифра. Если вверх, то обычно тоже две, но они там могут быть лучше и так далее. То есть теоретически вы становитесь лучше, но реально, как игроку, почувствовать это достаточно сложно. И даже если вы играете не первый раз, вы можете даже умом понимать, что это хорошее действие, которое даст вам эффективность, но эмоционально оно очень мало удовлетворения дает, потому что нету вот этого понимания, что ага, тут я стал просто лучше. Вот, это как раз и обозначает читаемость. Если вы делаете какую-то механику, и она для игрока не видна и не воспринимается, значит, она не существует для игрока. Она может выполнять какие-то внутренние задачи, к примеру, там, балансировать игру, да, там, какой-то темпо позволять достигать, но игрок о ней не узнает. Надо понимать, что если вы хотите добиться от игрока эмоциональной какой-то реакции, то он должен очень хорошо понимать механику. Вот, соответственно, если вы делаете прогрессию, убедитесь, что игрок видит, что что-то прогрессирует, что это для него не черный ящик, что это прям на глазах у него там растут вот эти вот все циферки, звездочки, и вот что до этого он был вот такой, а теперь он стал вот такой. Вот, второй важный момент — это значимая прогрессия. Из чего образуется значимость? А вот из таких компонентов. Игрок должен понимать, с чего он начинал. Игрок должен понимать, чем он располагает сейчас. И он должен чувствовать разницу, что вот было у нас вот, а сейчас у нас вот. И вот он должен понимать, к чему он стремится. То есть вот еще есть цель, и вот прогрессию мы идем вот туда, и вот сейчас у нас еще пока не так много, но вот будет вот так. И вот это и есть значимость. Если
Непонятно, чем текущее состояние после кучи ходов и кучи стараний отличается от начального. Если непонятно, что за начальное состояние было, если непонятно, что дальше, то значимость потеряется, не будет ее. А если значимости нет, то игрок не поймет, что происходит прогрессия. Он увидит, что параметры меняются, но будет не понять, ну, больше вроде и больше. Вот, соответственно, здесь задача разработчика заключается в том, чтобы этой значимости достичь. И это непростая задача, потому что в игре прогрессия, естественно, представляется в виде параметров, циферок различных, а для игрока, игроки же циферками не думают, они думают понятиями, они понимают, что вот это мало, вот это много, вот это вот очень много и нечестно. И вот ваша задача сделать так, чтобы игрок вот такими понятиями думал о том, что у вас есть. Как об этом следующий наш слайд. Как добиться этой самой значимости? Вот несколько приемов, которые, на мой взгляд, отлично работают. Опять же, будут примеры из компьютерных игр наряду с настольными, чтобы было вот там, где это наиболее ярко. Итак, что сделать, чтобы игрок почувствовал прогрессию? Первое – это сравнение с эталоном. Если в вашей игре вы, например, в начале можете переработать какой-то ресурс на 5 ВП, а потом на 7 ВП, не совсем понятно, в чем разница, и главное, что с самого начала непонятно, 5 это вообще много, 7 это вообще мало, мне нужно 10 или 15, или, может быть, 5 это сразу много, и мне попалась хорошая карта, неясно. Очень классно, когда у вас есть эталон, который позволяет измерять вашу силу. И тут мы снова обратимся к героям. Посмотрите, здесь есть разные силы монстры, которые охраняют карту. Некоторые еще первоуровневые, вот там алибарщики. Некоторые последних уровней, вот как здесь бегемоты. Некоторые где-то примерно посерединке. Когда вы первый раз будете драться с первоуровневым монстром, вы будете знать, что это значит первоуровневый монстр. Там будет 20 копейщиков, 5 алибарщиков. Вы их с трудом победите и будете чувствовать себя хорошо. Но потом вы апгрейдите свою армию, своего героя, и дальше вы уже будете более сильных монстров побеждать. Но если вам вдруг встретятся копейщики, например, во вражеской армии, вы увидите, что вы с одного удара можете уже прокачанной армией вынести 500 копейщиков, а раньше вам 20 было не вынести. И вот это и есть сравнение с эталоном. Вы знаете, что такое 20 копейщиков, вы знаете, сколько вам сил стоило их раньше победить, и вы понимаете, что значит с одного удара 500 копейщиков отправить к праотцам. Соответственно, вот этот эталон как раз и дает контекст, он дает понимание того, что вот это ваша вся армия, чего она стоит, что она значит. Вот, вы понимаете, когда вы сами получили существо, там, не знаю, 3-го уровня в свою армию, вы знаете, что значит драться с существом 3-го уровня, когда это монстр. Вот, побеждая его, вы понимаете, насколько крут ваш герой реально. Поэтому очень классно, когда в игре есть какая-то опора, которая вам позволяет контекстуализировать понимание того, что может, ну, например, ваш движок. Второй интересный ход – это экспоненциальный рост. Линейный рост приходит в голову первым, когда вы хотите что-то дать игроку. Вначале вы ему дали +1, потом вы ему дали +1, потом еще +1. И у этого есть проблема, потому что значимость линейного роста падает со временем. То есть, когда у игрока только одна сила, и вы даете ему еще +1 силы, у него произошел рост на 100%. Если вы ему еще +1 силу прибавите, то дальше рост относительно его текущих возможностей будет только на 50. Еще одна сила только на 33, еще одна на 20 и так далее. То есть, каждый следующий бонус для игрока будет менее значим. А мы-то так не хотим, мы хотим наоборот, чтобы каждый следующий шаг игрока заставлял себя чувствовать сильнее и сильнее. И хорошо бы для этого на самом деле использовать умножение, то есть делать так, чтобы каждый раз игрок, например, становился в 2 раза больше. Это если ну, сильнее или, не знаю, мощнее или больше денег получал. Если у вас каждый апгрейд, например, вашего юнита делает в 2 раза сильнее, то вы чувствуете разницу. И кроме того, когда вы оглянетесь назад, вот к тому, с чего вы начинали, вы 3 раза апгрейд сделали, это же в 8 раз сильнее, это же вообще насколько сильщина-то какая. Вот, это будет восприниматься как значимая вещь. Естественно, в настольных играх есть с этим сложности, потому что мы не хотим заставлять игроков умножать и делить, вот, и все эти математические операции с ними бывает сложно. Ну, для этого нужно использовать разные хитрости, можно по-разному это решить. Например, вот из одного из своих прототипов хочу привести пример. Там я решал ситуацию так. Там есть юниты бронзовые, серебряные, золотые и рубиновые. И каждый уровень силы, значит, в 3 раза сильнее предыдущего. Чтобы победить серебряного юнита, нужно 3 бронзовых. Чтобы победить золотого, нужно 3 серебряных или 9 бронзовых. То есть здесь есть экспоненциальный рост. Каждый следующий уровень в 3 раза сильнее предыдущего. При этом если игрок получает бонус +1, это значит, что его юнит считается на 1 уровень сильнее. Бронзовые юниты считаются серебряными. А это значит механически, что они стали в 3 раза сильнее. Бонус +2 игроку даст умножение на 9, при этом механически игра это обсчитает как умножение на 9, но игрок все равно будет оперировать цифрами +1 и +2. И эти цифры +1 и +2 будут для него иметь очень большое значение, потому что реально у них большой механический вес. Вот, поэтому
в принципе, можно в свою игру включать такую динамику, даже не заставляя игроков непосредственно перемножать большие числа. Вот. Я, конечно, не советую вообще пользоваться цифрами больше 10. Вот. Следующее — качественный рост. Как вы помните, была прогрессия возможностей. Вот, собственно, это про нее. Здесь можно игроку давать что-то, чего у него раньше вообще не было. Ну, например, вот в цивилизации The Board Game есть в тайлах местности, вы видите, водные преграды, вот, и изначально игроки не могут их пересекать. И есть технология, которая позволяет воду пересекать, но не останавливаться на ней. И это дает возможность игрокам заселять территории, которые водой отделены, и не делать какой-то большой круг, вот, и не оставаться отрезанными от них, а сразу же, например, первыми заселять какие-то очень классные лакомые кусочки. Вот. А еще есть дальше технология, которая позволяет не только пересекать, но останавливаться на воде, а это уже еще больше возможностей, потому что, например, вы можете армии своей остановиться в воде рядом с вражеским городом и угрожать ему, вражескому городу, тем, что если он отведет оттуда войска, вы из этой воды выпрыгнете и сразу их атакуете, а при этом враг вас в воде достать не может, потому что у него этой технологии нет. Вот, соответственно, качественный рост — это возможность игроку предоставлять что-то такое делать, чего раньше у него не было. Вот. Синергии — еще один прекрасный способ дать игроку интересную прогрессию. Они, как правило, синергии. Суть их заключается в том, что игровые элементы в вашей игре взаимодействуют таким образом, что в связке они гораздо сильнее и мощнее, чем по отдельности. В зависимости от того, какая у вас механика, вы по-разному можете их реализовывать. Вот. Я хотел вам классный пример рассказать, но лекция и так очень длинная, поэтому я просто покажу картинки. Это режим Duels в Hearthstone, цифровой карточной игре. Вот мне удалось собрать такую комбинацию, я очень порадовался, включил ее в лекцию. Кто захочет, поставить на паузу и посмотрит. Но важная здесь идея в чем? Один элемент комбинации самый важный, остальные элементы по-разному взаимодействуют с ним, не просто умножают его на 2, а что-то закрывает слабую сторону вот этой карты, что-то позволяет ей более эффективно работать и дольше держаться на столе, что-то позволяет разыграть еще раз ее свойства тогда, когда противнику кажется, что он уже избавился от нее и так далее. То есть разные элементы синергии могут по-разному взаимодействовать друг с другом, вот, еще с какими-то другими элементами, которых здесь нет, мало ли чего еще можно собирать в эту колоду. Но от такой прогрессии, конечно, очень много интереса, потому что каждый новый элемент, который получает игрок, для него является новым скачком, потому что интересно, как этот элемент заставит свои уже старые имеющиеся элементы играть новыми красками. Собственно, вот эти вот варианты, как мне кажется, позволяют сделать эффективную, значимую прогрессию, которую игрок будет ждать, которую игрок будет хотеть, и каждый следующий шаг у игрока будет вызывать такое желание, где я хочу. Я хочу прогрессировать, потому что это очень приятно, потому что я чувствую, что есть прирост силы. Но это еще не все. Важно еще обращать внимание на динамику прогрессии, то есть на то, чтобы прогрессии во времени развивались хорошо, красиво и четко. Значит, а именно, во-первых, драматические паузы соблюдать. Как я уже говорил не раз, постоянные раздражители мозг учится игнорировать и перестает воспринимать. Для нас это плохо, мы-то хотим произвести впечатление на игрока. Поэтому ваша задача варьировать воздействие на игрока, и в том числе это касается и прогрессий. Это значит, что если у вас есть какой-то рост, не стоит его делать равномерно линейным. Стоит сделать где-то выход на плато, а потом резкий скачок вверх. Ну, пример, почему это интересно. Например, Доминиону вам наверняка знакома ситуация, когда вы вытягиваете руку, и там ни одной монетки, вы ничего не можете купить. Вы просто разыгрываете карты, а купить ничего не можете. Что это значит? Это значит, что на следующий ход у вас вся рука из монет придет, и вы будете супер богаты, вы купите вообще любую карту, которая там есть. И это очень приятно. В этот момент, когда вы чувствуете, что так, вот сейчас пауза, остановились, подготовились, и потом следующий ход, и вы можете делать что-то классное. Поэтому, если в вашей игре, к примеру, вы хотите игроку давать каждый раунд 2 способности, попробуйте лучше давать одну способность, на следующий раунд одну, а на следующий 3. Вот это вот будет интересно и, скорее всего, создаст гораздо больше отклика эмоционального у игроков. Второй интересный динамический ход — это борьба с регрессом. Мы всегда вот сейчас говорили о том, что прогрессия — это когда что-то растет, когда мы становимся лучше, и да, это валидно, но иногда можно подходить немножко по-другому к динамике и вначале делать хуже, а потом предлагать игроку это убрать. Например, вот эта вот цифровая колдостроительная игра Slay the Spire, здесь
нужно собирать колоду, как обычно. Чем лучше карты и тем круче они комбятся, тем, значит, становится мощнее персонаж. Но здесь бывают карты проклятий, которые вредные. Они не просто забивают вашу колоду, они еще и часто вам активно мешают негативными эффектами. Их можно получить как цену за какие-то позитивные вещи. Например, взять какое-то сокровище, но при этом получить проклятие. Или взять кучу денег, но получить проклятие. И вот, когда игрок получает проклятие, он начинает думать, как от него избавиться. И в игре есть несколько способов. И все мысли о том, что это проклятие нужно выкинуть. Оно может не так сильно мешать, но вы начинаете думать, какой же классной станет моя колода, когда у меня там не будет уже валяться этого проклятия. И вы уже даже забываете о той награде, которую вы получили, деньги, а сокровища, какая разница? Главное проклятие, надо избавиться от проклятия. И вы доходите до места, где его можно скинуть, вы его скидываете, и вы чувствуете, вот теперь я сейчас всем покажу. Хотя реально вы вернулись к такому состоянию, которое у вас было до этого. Как говорится, людям с хорошим зрением не понять того блаженства, которое люди в очках испытывают, когда свои очки протирают, потому что наконец-то они могут видеть мир четко и ясно. Вот здесь та же ситуация. Вы можете игрокам давать какие-то проблемы, чтобы затем игроки могли эти проблемы решить и почувствовать свою немеренную силу. Это тоже валидная, вполне адекватная динамика прогрессии. Далее, заслуженный каток. Очень интересный момент для настольных игр. Дело в том, что игрокам хочется, конечно же, чувствовать награду за свои действия. Более того, если вы игроку показываете дорогу, какого-то путь развития, то игроку хочется чувствовать эффект от этого пути, итог, что вот я продвигаюсь по этому пути, и я действительно эволюционирую, у меня все действительно становится лучше и лучше. Для разработчиков очень часто хочется сделать побольше интересных решений, хочется наполнить, игру дилеммами сложными, где игрок будет сидеть и мучиться. Но в крайних, в предельных ситуациях, когда игрок все время пытается решать сложные дилеммы, задается вопрос у игрока, зачем он вообще старался, если ему все время сложно. И такое ощущение, что вот если разработчик за собой не следит, то вообще идеальная игра для него будет как что-то из пилы, где игрок должен выбрать, какую ногу себе отпилить, потому что сложная задача, конечно, сложная, жалко решать, но игроку это не всегда приятно. И тогда приятно просто почувствовать награду, и тут возникает такой момент, что действительно, как венец вот этой прогрессии, игроку можно дать, наконец-то, возможность почувствовать, как классно эту прогрессию пройти и завершить. В частности, если у вас, к примеру, игра, в которой игроки взаимодействуют друг с другом мало и не прямым образом, а в основном взаимодействуют с полем, с доской, с какой-то игровой системой, то игровая система может не всегда оказывать игрокам жесткое сопротивление. К примеру, игроки качают армию раунд за раундом, а игровая система, нейтральные какие-то войска, они могут и не прокачиваться. И тогда к концу игры игрок, который накопил армию, он будет тех врагов, которых он в начале, с которыми всем драться было сложно, он будет в конце выносить на раз. И он будет радоваться. И это будет классно. И это будет абсолютно нормально, что бои в конце не являются сложностью. Не нужно игроку ломать голову над тем, как убить каких-то нейтралов, потому что он уже выиграл, он уже вложил свои ресурсы, силы, и он уже принял вот это сложное решение когда-то качать армию, так пусть теперь он наслаждается. Конечно, в играх с тесным взаимодействием, в играх, где игроки напрямую друг на друга влияют, это сделать сложнее, потому что грушей для битья в таком случае должен оказаться другой игрок. Но это тоже возможно. Например, игра Кодекс интересна тем, что там такой вариант действительно был использован, и он отлично работает. Там есть возможность выиграть у противника, задача убрать жизни у противника, но есть возможность выиграть, так скажем, по таймеру, а именно раскачать свою экономику, защищаться и обороняться до тех пор, пока вам не удастся построить самое крутое здание. Для этого вам, естественно, нужно будет рабочих, нужно будет их охранять, нужно будет все это время не проворонить атаку на свою базу. Тем не менее, если вы смогли, вы построили самое крутое здание, и вы выиграли. Но если бы это было просто условием победы, это было бы ужасно скучно. Представьте, вы боролись, там были какие-то атаки, драматические защиты, и все какие-то в последний момент вам удалось отбиться, и тут вы говорите, я здание построил, я выиграл. Это же скучно. Поэтому в кодексе вместо того, чтобы просто выигрывать по постройке здания, вот это финальное здание позволяет игрокам строить финальных, самых крутых юнитов. Они у разных рас разные, но они у всех просто
сильные до дисбалансности. И когда вы выкладываете такого юнита, противник просто всегда, ну, просто хочет сдаваться сразу же. Например, вот один из таких достижений конечных — это статуя. Вы ставите статую, у вас в игре появляется призрак, очень сильный, очень хорошо защищенный призрак, со следующими свойствами. Во-первых, его невозможно уничтожить. Во-вторых, его невозможно делать целью заклинаний и способностей. То есть его нельзя ни парализовать, ни каким-то образом задержать. Его вообще целиться в него нельзя. И в-третьих, его невозможно остановить, когда он атакует. Нельзя ему закидывать пушечное мясо, которое будет его останавливать, или каких-то там сильных существ в стенах, потому что он пройдет сквозь них. Он призрак, ему все равно, он пойдет и просто разнесет вражескую базу. Единственный способ его изгнать — вот эта вот статуя, это здание. Если противник разрушит статую, тогда призрак исчезнет. Но нюанс: статуя тоже не может быть целью заклинаний и способностей. Это значит, что уничтожить ее очень и очень сложно. И вот, пожалуйста, это пример, по сути, безвыигрышной для противника ситуации. Единственное, что может противник сделать, это собраться силами и в последний ход сделать финальную атаку на вашу базу. Но в любом случае, как бы это ни закончилось, это будет очень интересно. Либо это будет эпическая финальная атака, в которой все силы будут брошены, и вы от нее отобьетесь, и потом раскатаете всех своим замечательным призраком, либо это будет эпическая финальная атака, где противник, значит, нащупает все-таки лазейку, сможет пройти, и несмотря на то, что у вас призрак уже практически готов, добить вашу базу. В любом случае, это будет куча эмоций, и это будет очень интересно. Вот, соответственно, важно давать игроку иногда возможность выигрывать, даже если в этом уже нету челленджа, даже если в этом уже нету какого-то вызова и испытания, потому что это справедливо. Вы дали игроку возможность выбрать, прокачаться в чем-то, надо ему дать теперь возможность почувствовать себя героем, чтобы не было такого, что бандиты качаются вместе с игроком и ходят в лучшей в игре демонической, дейдрической броне, и ему по-прежнему все еще так же сложно убить. Это игроков очень обижает, они потом это очень долго помнят. Вот. Ну и последнее, на что стоит обратить внимание, это планирование во времени. Не столько какой-то метод, сколько просто напоминание. Конечно же, как и любые арки, вам стоит нарисовать всю структуру раундов вашей игры и посмотреть, на каких раундах как ведет себя ваша прогрессия, где игрок получает какие возможности, бонусы, плюшки и так далее. Вот. И, конечно же, вам стоит рассчитать рост сил игрока со временем. И, конечно же, вам обязательно стоит уделить внимание тому, как успешность игрока влияет на прохождение прогрессии, а именно, как сделать так, чтобы там не образовалось положительной обратной связи, чтобы игрок, который выигрывает, получил прогрессию, получил новые способности, начал выигрывать еще больше. Очень важный момент, чтобы отстающие игроки также смогли пользоваться прогрессией. Вот именно здесь на это нужно обратить внимание. И, кстати говоря, прогрессия, поскольку каждый следующий шаг настолько мощнее предыдущего, прогрессия — отличный способ кэтчап механики в игру вводить, потому что она не то чтобы обесмысливает, но уменьшает важность предыдущих ходов и, соответственно, позволяет все-таки игрокам отстающим догнать тех, кто идет впереди, если вы, конечно, правильно сделаете это планирование. Вот. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, это вкус прогрессии, а именно эмоциональное ощущение от нее. И вот вам такой пример. Представьте, что, к примеру, ваша зарплата увеличилась в 30 раз, и то, что вы раньше зарабатывали за месяц, теперь вы зарабатываете за день. Просто представьте, что вы можете, по сути, за месяц работы вы получите, не знаю, зарплату за 3 предыдущих года. Или вы можете, может быть, у вас просто будет однодневная рабочая неделя, а все остальное выходные. В общем, представьте себе, как это классно, когда зарплата увеличилась в 30 раз. А теперь представьте, что все цены увеличились, скажем, в 500 раз, и вам с такой тележкой нужно ходить просто в магазин вот, с тележкой денег. В чем смысл? В том, что прогрессия, ощущение от прогрессии состоит не только, зависит не только от того, как игрок увеличивает свои возможности, но и в том, как игра увеличивает требования к игроку. Это очень важно, потому что если у вас зарплата выросла, это, конечно, прогрессия, но если в стране гиперинфляция и цены растут еще быстрее, то, значит, осадочек останется, и все-таки вы не будете себя чувствовать совсем уж таким победителем, хотя, конечно, любой рост — это приятно. Так вот, вкус прогрессии как раз определяется, по сути, тем, как растут все те параметры системы, с которыми эта прогрессия применяется. То есть все то, кроме параметров игрока, как оно себя ведет со временем. И вот несколько вариантов, которые мне попались, достаточно таких ярких, которыми вы можете воспользоваться. Вообще вариантов очень много, но вот несколько общеупотребимых и ярких. В «Героях меча и магии», к которым мы снова вернемся, прогрессия используется довольно простая. Там
герои, в общем-то, это пример игры с низким взаимодействием, потому что игроки до самого конца друг с другом не встречаются в большинстве случаев. Если они особенно играют казуально, а не хардкорно, каждый игрок сидит в своем углу, что-то там делает до тех пор, пока не встретится в конце. И вот пока все игроки в своем углу, по сути дела, сила врагов плавно растет немножечко, но подразумевается, что, в принципе, любой игрок не сейчас, так чуть попозже, сможет победить любых монстров. То есть есть плавный рост, скажем так, уровня требований со стороны системы, но не такой большой. А вот потом, когда игроки встретятся, неожиданно окажется, что у кого-то армия в 5 раз больше, он все это время оптимально играл, а другой не оптимально. И он выиграет в одном сражении, или даже пускай не в 5 раз больше, но все равно кто-то выиграет, кто-то проиграет, и вполне возможно, что на этом партия уже закончится. Интересно, что в Еврогеймах, в играх на построение движка, в частности, очень часто наблюдается такой же вкус, когда все копаются в своем огороде, у всех потихоньку что-то растет, и, в принципе, глядя на вражеский стол, непонятно, кто из вас сильнее, кто слабее. Ну да, вы там коричневые товары делаете, враг там голубые, и, в общем-то, неясно еще пока что. Все прогрессируют, всем приятно, все чувствуют удовольствие от того, что вот я стал лучше, вот у меня новая планетка, вот у меня новые какие-то возможности, а потом в конце игры вы видите, что вы за раунд получаете 6 победных очков, а враг 24. И, кстати, ровно столько нужно, чтобы закончить игру. И вот в конце для всех это сюрприз, ой, а оказывается кто-то гораздо сильнее. Но это очень, на самом деле, хороший и действенный способ устанавливать вот такое эмоциональное, скажем так, оформление этой прогрессии, потому что это позволяет игрокам большую часть игры комфортно играть, даже если у них разный уровень, и не чувствовать себя проигрывающими, отстающими. Это очень важно, потому что тот факт, что кто-то играл гораздо лучше, выяснится, как правило, только в конце. Вот. Другой, абсолютно другой, диаметрально противоположный подход, это как раз подход игр с очень тесным и жестким взаимодействием, когда вы постоянно взаимодействуете со столом врага и с тем, что он сейчас делает, и все ваши действия влияют на действия противника. Кодекс, опять же, как я уже говорил, пример такой игры. Там совершенно другое ощущение, совершенно другая психологическая роль прогрессии. Прогрессировать там, конечно, тоже очень приятно. Очень приятно получить новые способности, иметь возможность новых юнитов делать, но там вы не просто становитесь лучше, просто ради того, чтобы стать лучше и испытать удовольствие. Там по-другому, там каждая прогрессия врага — это вызов для вас, и ваша задача сделать свой собственный шаг прогрессии, причем сделать его таким, чтобы рост силы противника не выбил вас из игры. То есть противник делает какой-то шаг, и у него появляется новый юнит, и ваша задача на это как-то ответить. И если вы ответите неправильно, то вы не сможете защититься, и вы проиграете. И ваша задача не выбрать такой шаг, который не только позволит вам защититься, но еще и сделает угрозу для противника, и уже противник должен будет выбирать своим следующим шагом, как ему развиться так, как ему сделать шаг по прогрессии так, чтобы не проиграть вашей угрозе. И в итоге кодекс — это такая обмен, постоянная передача вот этой вот бомбы тикающей, когда вы делаете свой ход и говорите противнику, ну что, сможешь ли ты как-то вообще отбиться от того, что у меня тут есть. Это очень интересно, очень вовлекающе, но также очень стрессово. И на самом деле не у многих игроков хватает сил и нервов играть вот под таким постоянным прессингом ходов другого игрока. Естественно, тем, кому нравится, для них это очень увлекательно и создает огромное увлечение, но, с другой стороны, очень сильно сужает аудиторию. Другой настольный пример — это StarCraft. В общем-то, неудивительно, что у него абсолютно похожая динамика, потому что обе игры, и кодекс, и StarCraft настольный, вдохновлялись компьютерным StarCraft. Вот. И там тоже ситуация такая, что действительно можно прокачиваться, и нужно строить новые здания, нужно изучать новые технологии, но там бои идут с первого же раунда, и задача остаться на карте, задача, чтобы вас не выбили, поэтому то, какие у вас будут апгрейды, конечно, очень важно, чтобы не дать противнику преимущество, желательно получить преимущество самому, но там нету такого спокойного ощущения, как в Героях или в Race for the Galaxy, когда любой ход кажется хорошим, приятным. Там вы либо делаете правильный ход, либо проигрываете. Вот, это интересно, это остро, но это на любителя, важно это понимать. Еще один распространенный вкус прогрессии встречается в играх, в которых игроки взаимодействуют не друг с другом, а с системой в основном, и при этом система, в отличие вот от первых двух примеров, выдвигает очень большие, очень серьезные, сложные требования. Естественно, это чаще всего случается в кооперативных играх и в однопользовательских играх. И вот очень таким наглядным примером является Робинзон Крузо, в котором действительно игроки все время становятся лучше, они все время добывают новые ресурсы, все время изучают какие-то новые технологии, все время что-то строят, все время что-то изучают. Но проблема в том, что игроки здесь начинают просто... Это игра не про восхождение на гору, это игра про попытки выбраться из ямы, потому что все плохо изначально, все плохо. Нет еды, нет дров для костра, холодно, температура портится, нет укрытия от дождя, вокруг лагеря ходят дикие животные, что там в джунглях вообще непонятно. И еще игры
игроки еще не умеют ничего делать изначально, даже лопату собрать не могут. И прогрессия заключается в том, чтобы нивелировать по одной эти проблемы и сказать, ну, хотя бы нам есть чем разжечь костер, хотя бы мы отогнали тигра, хотя бы мы теперь знаем, как навес сделать. Еще у нас нет материалов, но хотя бы мы знаем, где достать для него, значит, материалы. Короче говоря, это тоже очень приятно, но нужно понимать, что вкус совершенно другой. Это действительно слабо подходит для игр соревновательных. Это можно так сделать, но поскольку вы взаимодействуете с системой, как правило, все равно фокус на системе. Но нужно сказать, что это вызывает очень большой отклик. Вот такой требовательная система, она позволяет как раз оставаться таким играм долгое время интересными, потому что хочется разобраться с этой системой, как же так она от меня столько требует. И поэтому для однопользовательских игр очень интересно выбирать такую динамику. Еще одна игра, которая полностью построена на прогрессии, хочется о ней отдельно упомянуть, это XCOM, серия, значит, компьютерных тактических стратегий. И, по сути, она вся живет на прогрессии. И прогрессия там очень интересная, о которой стоит рассказать отдельно тем, кто не играл. Там игрок, значит, выступает в роли командующего отряда, который пытается драться с инопланетянами. Но инопланетяне, они превосходят человечество во всем. Их невозможно повредить огнестрельным оружием, они сами своими бластерами в людях дырки делают и вообще не понятно, что с ними делать. И люди на них целым взводом нападают, и только после огромных потерь и огромных стараний удается, может быть, победить какую-то кучку инопланетян и забрать, значит, осколки их снаряжения на исследование. И вот пока вы в ужасе думаете, как же вы со следующими инопланетянами будете бороться, на вашей базе ведутся исследования, и вот вы изучили броню, и теперь вы можете с помощью инопланетных технологий сделать свой собственный бронежилет, и ваши солдаты смогут, в общем-то, переживать уже даже один выстрел, и их уже с 2 выстрелов будут убивать, а не с 1. А вот вы сможете изучить их технологии, и теперь вместо огнестрельного оружия у вас будет магнетронное, и оно уже гораздо мощнее, и вы уже сможете реально повредить инопланетянина, и это отлично. И вот раз за разом вы отправляетесь в вылазки и пытаетесь отгрызть еще небольшое преимущество у противника. И каждый раз вы возвращаетесь все сильнее и сильнее, и вы чувствуете, что да, инопланетяне сильны, но непобедимые, вы можете их догнать. И вот вы чувствуете, у вас уже есть и броня, и оружие, и вы можете запрыгивать на стены, и там на крыши домов, и у вас есть гранаты, у вас есть аптечки, у вас есть дроиды автоматизированные. Чувствуете, что вот-вот вы уже сейчас практически на равных, и вы выдвигаетесь на следующую миссию, и неожиданно там на ней появляется новый инопланетянин, с которым вы никогда не виделись до этого, и он умеет телепортироваться, он умеет исчезать, он умеет клонировать себя, он умеет отключать ваши гаджеты и оружие, и он умеет брать ваших солдат под контроль и, соответственно, управлять ими. Что делать? Вы в такой же панике, как в самом начале, и вы снова с огромными потерями в ужасе каким-то образом его побеждаете, и вы снова отбрасываетесь вот на тот первый шаг и начинаете в панике пытаться каким-то образом понять, как же добраться до того, чтобы хоть как-то, значит, смочь ему хоть что-то противопоставить. Снова изучаете, снова становитесь лучше и лучше, и вы снова, в конце концов, выходите с ним наравне, драться, пока вдруг вместо него на миссии не появляется вот огромный 5-этажный шагающий робот, который просто ступает на дома, и они разлетаются, и вы снова беспомощны. Это очень интересный способ выстраивать игровую динамику, потому что здесь тоже есть прогрессия, игрок тоже становится лучше и лучше, и очень важно здесь рассмотреть XCOM и Героев Меча и Магии, потому что это игры, о которых, значит, в компьютерной среде ходит слава игр с синдромом еще одного хода, то есть игры, в которых сложно остановиться играть, игры, в которых игроки хотят делать ход за ходом, и ты считаешь, что вот сейчас я нажму на кнопку конец хода и пойду спать, но нет, хочется сделать еще один. Почему? А вот именно потому, что каждый ход вам позволяет закрыть одни арки, но открывает новые. И вот вы сейчас построили новое здание, ну, у вас открылась новая арка, вы же теперь хотите нанять оттуда юнитов, вы наняли оттуда юнитов, открылась новая арка, вы же хотите теперь опробовать их в бою. В XCOM вы смогли, значит, вернуться с миссии, вам же теперь хочется изучить технологии, вы получили какой-то новый интересный предмет, вам теперь хочется отправить солдат на задание, посмотреть, а вот у вас сейчас нет, еще не отправлять, подождать еще немножко, пока появится еще, и так далее. И вот именно эта вереница открывающихся и закрывающихся арок как раз и дает этим играм такое обаяние, от которого так сложно, в общем-то, отказаться и закончить игру, потому что все время каждый ваш ход вас психологически впутывает все больше в игру. Вот. Ну и, в общем-то, это то, что настольным разработчикам тоже стоит взять на вооружение. Этого можно достичь разными способами. Опять же, прогрессия не единственный вариант, но в моем опыте это один из
надежных вариантов, которые позволяют вот такого эффекта достичь достаточно просто, и практически сразу, как только вы ее вставляете, у вас уже сразу появляются арки, у вас появляется у игроков смысл играть, вы понимаете, что в начале игры, что в конце, и в целом все становится гораздо легче. Ну и, в общем, подведем кратко итоги. Мы поговорили о том, как можно структурировать опыт игроков, о том, что это можно делать с помощью прогрессии и другими способами разными, про которые мы в этот раз не говорили. Вот. Для прогрессии важно знать, что у них есть требования и свойства. Требования какие? Видимость, чтобы игрок понимал, что прогрессия в игре есть, и значимость, чтобы игроку было до этого дела, чтобы он ощущал, что для него разница есть, что он прогрессирует. Ну и свойства. Это, во-первых, динамика, чтобы во времени ваша прогрессия красиво, интересно, приятно разворачивалась. И вкус, то есть то, как прогрессирование игрока, собственно, соотносится с тем, что происходит в игре, какие требования придает игра, и, соответственно, соответственно, эти требования, по сути, определяют, как себя эмоционально игрок чувствует в стрессе, в радости, в том, что он побеждает, в том, что он проигрывает и так далее. Вот, собственно, на этом и все. Наш сегодняшний разговор на этом подходит к концу. Большое спасибо всем за внимание. Большое спасибо тебе, Андрей. И от меня лично я структурировал свое понимание вопроса и получил много интересных мыслей, которые, наверное, выльются в какие-то игры. И спасибо тебе также от меня, как от представителя гильдии разработчиков, потому что после твоей прошлой лекции про петли арки ритм я стал встречать в дискуссиях упоминания вот этих терминов и даже, в общем, правильное их понимание. И ты действительно оказываешь очень значимое влияние на российский геймдизайн, настольный как минимум, потому что, ну, реально люди запоминают и начинают это применять, и это прям очень здорово. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вот. И у меня, конечно, по ходу лекции возникали вопросы, ты на многие из них отвечал прямо вот достаточно быстро, как будто знал. Вот, но все-таки у меня осталось несколько мыслей, которых, ну, хотелось бы проговорить, обсудить. Вот, и вот в частности вопрос такой, можешь ли ты как-то сейчас, может быть, ты как-то отдельно упоминал, но вот, может быть, повторить и как-то акцентировать внимание на тех ошибках, которые допускают люди, ну, допускают разработчики, когда создают прогрессии? Да, конечно. Я могу рассказать о своих собственных ошибках, потому что я их и допускал не раз. Видимость — это, наверное, что-то, что сделать достаточно просто, потому что, в смысле, ошибка, которая легко допускается, потому что пока мы настраиваем игру, мы еще сами не знаем, где какие числа, как, почему. И может такая ситуация быть, что вначале игрок может там получить 5-7 победных очков, в конце там 9-11, а может быть тоже 7, и нет ощущения у игрока, что он вышел на новый уровень. Вот. Но, конечно, чтобы сделать яркую видимость того, что произошла прогрессия, необходимо и самому, как разработчику, понимать очень четко, чем вот первый ход отличается от второго. Ну, как я, например, говорю обычно по скриншоту Hearthstone можно определить, глядя на поле, какой сейчас ход, потому что очень сильно отличается количество ресурсов у игроков и их возможностей. Естественно, это так можно сделать только когда уже на поздних стадиях разработки, когда разработчики хорошо понимают ценность ресурсов, когда они хорошо понимают, что игрокам можно дать рано, что поздно и так далее. Это естественно, в начале это сделать практически невозможно, кроме случаев, когда вы просто выбираете прогрессию в качестве, к примеру, какой-нибудь, основополагающую вещь, например, эта игра будет про рост, не знаю, про производство и потребление. И тогда ты можешь прям заложить производство и потребление в скелет механической игры и плясать от него. Но так бывает редко. Еще одна очень такая обидная ошибка, которую я допускал, заключалась в том, что я делал прогрессию, которая не ведет к победе. Я делал возможность прокачать героя, и даже ты, Юра, тестировал такую игру однажды, в которой можно было получать уровни для героя, и в которой игрок становился лучше, набирал навыки, но реально к победе вели другие вещи, а игроки же знали, что уровень повышать всегда хорошо, поэтому они ходили, старательно повышали уровень, они считали, что они делают все правильно, потому что получали награду, а потом оказывалось к середине игры, что у них нет вообще ни одного ресурса, который нужен для победы, и, по сути, победить им уже невозможно. Это очень, это, конечно, существенная ошибка. Важно, чтобы вот этот след из хлебных крошек,
который скорее похож на след из все больше увеличивающихся гигантских тортов, которые мы скидываем на игроков, чтобы он вел, по сути, к победе, к одному из способов победы, и тогда у игроков не будет вот ощущения, что их завели куда-то не туда. Мгм. Да, здорово. Спасибо, что поделился опытом. Это прям нагляднее всего, когда есть какие-то ошибки, особенно, да, когда так хорошо рассказанные. А вот подскажи, пожалуйста, вот у меня в свое время, когда я так активно копал тему баланса, в какой-то момент я пришел к тому, что есть иногда случаи, когда баланс надо специально ломать, ограничивать, или когда вот возникает перебалансировка. Вот нет ли ситуаций, когда прогрессия, ну, слишком хороша, слишком крута, ее надо как-то ослаблять? У меня вот бывали такие ощущения с теми же героями, но вот я хочу послушать тебя здесь, все-таки ты лектор. А, Достаточно сложно мне ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что важно следить за, если снова возвращаться к вопросу об арках, важно следить за тем, чтобы у игрока были психологические Мгм. падения и взлеты, чтобы был Мгм. вот Мгм. этот рисунок того, что есть надежда, есть какие-то свершения, есть напряжение, мы не знаем, чем кончится какой-то момент, мы узнали, мы там расслабились или впали в пучину отчаяния. Оба варианта хороши. На самом деле важно, чтобы был вот этот момент разрешения ситуации, чтобы Мгм. после этого Катарсис. наступил следующий такой же цикл. И перебалансировка может быть плоха тем, что она, по сути, лишает нас напряженности, потому что мы знаем, что любой вариант Мгм. годится, Мгм. что как бы мы ни походили, они все эквивалентны. Вот в этом я вижу проблему перебалансировки. Соответственно, необходимо прежде всего следить за... Конечно, можно предположить, что каждый ход там игроки все получают новые ресурсы, и в итоге они растут эквивалентно, в итоге нет никакой разницы, как ходить. Мгм. Такое теоретически возможно. Но я думаю, что тут, конечно, нужно смотреть, и нужно просто следить за тем, как эмоции колеблются игроков в процессе партии. Если видно, что где-то они устаканились и дальше не колеблются, вот в этом деле и смотреть. Хотя, с моей точки зрения, прогрессия из-за того, что она каждый раз мы пытаемся дать игроку больше и больше, напротив, скорее выводит игру из Мгм. равновесия, потому что она вот Мгм. такой свинг дает. Поэтому с ней скорее нужно быть осторожным, чтобы прогрессия не разносила к концу партии все, что происходит на столе, потому что если вдруг каждый ход мы удваиваем нашу предыдущую силу, чисто теоретически последний ход может смести все, что есть на столе, если кто-то один делает оптимальный выбор, а кто-то другой не оптимальный. Поэтому такая проблема скорее не свойственна прогрессии. Я бы Мгм. сказал так, а свойственна обратная. Ага. А я вот точнее имел в виду, что нет ли с прогрессией тоже вот таких проблем, что иногда прогрессию надо ослаблять, потому что она слишком, ну, скажем так, слишком сильная, и в результате из-за этого получается скучно. Вот не бывало ли у тебя таких ситуаций? Может быть, ты приведешь какой-нибудь пример, особенно если из героев, раз уж Да, тебе вспомнилось, чтобы я точно понял ситуацию. ну, например, в героях обычно в таком, ну, в начале тебе ресурсы очень нужны, в мидшпиле тебе тоже ресурсы нужны, а к эндшпилю тебе уже плевать на ресурсы. Мгм. И как бы ты получаешь вроде бы и больше, а зачем оно тебе? Оно уже бесполезно. И пропадает пласт игры. Я согласен с этим. Может быть, в этом и была задумка, чтобы в какой-то момент играть во что-то другое Мгм, и мгм. переключиться на какие-то другие аспекты игры. Может быть, это был просчет. Может быть, просто Ну да, когда да. тестировали игру, не дотестировали ее до такого момента. Может быть, было просто сложно. Сейчас сложно сказать, хотя, учитывая тот факт, что у геймдизайнера третьих героев сейчас новая игра в разработке, когда она выйдет, мы узнаем, потому что было 20 лет на то, чтобы подправить этот момент. Вот. Так что, ну, конечно, желательно делать так, чтобы прогрессии не рушили все остальное. Здесь важно роль случайности лимитировать, чтобы не было такого, что прогрессии как-то случайным образом одному игроку Мгм, обесмыслили пласт игры, а другому нет. Желательно, чтобы если уж какой-то пласт игры стал бессмысленный, чтобы он стал бессмысленным у всех мгм, одновременно. мгм, Вот. Но да, в целом, конечно, надо следить. Но я бы сказал, что это вопрос динамики в целом, мгм. в большей степени, чем прогрессии, с тем, чтобы просто смотреть, как какие части игры ведут себя вот на длинных временных промежутках. Мгм. Хорошо, спасибо. Ну что ж, я думаю, что мы потихоньку будем завершаться.
Спасибо за вопрос. Да, когда вот мы общались до лекции, ты сказал, что ты готов будешь ответить на вопросы зрителей, и им для этого надо задать их в комментах к записи. Да, конечно. К сожалению, не смог выйти в прямой эфир, но тем не менее буду смотреть комментарии к записи и к видео, и если у кого-то будут какие-то вопросы, я буду рад на них ответить под роликом. Ага, хорошо. А можешь еще поставить последний слайд? Так, мы возвращаемся Да, назад. можно End просто нажать. Вроде бы. Оп. End. Вот Вот, этот. чудесно. Вот, тут, кстати, если что, есть твои контакты. Если кому-то захочет Точно. с тобой связаться, то вот они тут. Вот. Ну что ж, это был, на мой взгляд, лучший теоретик геймдизайна в России Андрей Столяров. Это был Граникон онлайн 2001, и мы с вами прощаемся. И напоследок я еще раз хочу поблагодарить всех наших спонсоров, и генеральных больших, и просто тех, кто тоже внес очень большой вклад в конвент. И спасибо всем участникам, спасибо, что смотрите это видео, спасибо, что участвуете, тестируете игры других авторов, показываете свои. Вот, а на сегодня это все. Видимо, уже, судя по тому времени, которое будет во время лекции, по тому времени, которое есть сейчас, уже скорее доброй ночи. Вот, Андрей, еще раз тебе огромное спасибо. Это очень классная лекция. Всем. Огромный тебе респект. Вот, ну что ж. Всем пока. Да, пока-пока.